Всем привет! Сегодня у нас сырный суп с фрикадельками. Для приготовления нам понадобится минимум ингредиентов. Приправа универсальная, плавленый сливочный сыр, овощи, картошка, морковка и лук, а также фарш. Обязательно для приготовления фрикаделек выбирайте куриный фарш. Он не будет перебивать основной вкус супа и будет более диетическим. Переходим к процессу приготовления. Начинаем с нарезки всех овощей. Форма нарезки произвольная, так как вам больше нравится. Но все же лук советую нарезать мелко, так как его часть пойдет на фрикадельки. Пока вы занимаетесь овощами, я расскажу, откуда же произошло это блюдо. Суп из сыра изобрели французы в начале 20 века. Примерно в это же время в Швейцарии, известной своей сырной историей, придумали способ плавки сыра для того, чтобы он легко растворялся в воде. Однако некоторые историки, специализирующиеся на хронологии национальных кухонь мира, полагают, что родиной сырного супа все же является Чехия и Словакия. В Европе суп из плавленного сыра стал популярен в середине 20 века. В 1950 году плавленый сыр начал производиться массово, а впервые его сделали в Швейцарии в 1911 году. Историки говорят о том, что суп из сыра пришел к нам с далекой древности, ведь еще тогда было молоко, из него делали различные продукты, которые могли долго храниться. У славян это традиционная брынза, соленый сыр, который был ингредиентом многих первых блюд. В Словакии и Чехии варили суп на мясном бульоне с вермишелью и брынзой, а в Греции и Италии сырный суп был основным питательным деликатесом Олимпийских игр. Сырный суп считается европейским блюдом. Рестораны Западной Европы предлагают своим посетителям несколько его разновидностей в меню. Во Франции в качестве основного ингредиента выступают сыры с плесенью – дорблю или бри. В Италии преимущественно используется пармезан, а также добавление сухариков. Довольно популярен суп в виде крема-пюре, который имеет густую консистенцию. В нашей стране рецепт сырного супа у всех разный, в зависимости от вкусов и предпочтений. Одни его готовят только с овощами, другие на мясном бульоне, а бывает и суп на молоке. Чаще используются плавленые сыры, нарезанные кубиком, или натертые на тертке. Иногда добавляют голландский сыр или английский чеддер. Приступаем к заготовке для фрикаделек. На самом деле все очень просто. В фарш добавляем часть мелко нашинкованного лука и соль, специи по желанию. Далее необходимо обжарить лук с морковкой. Я это делаю прямо в кастрюле. После заливаем все водой для ускорения процесса приготовления. Я использую горячую, заранее вскипяченную воду. Формируем фрикадельки диаметром не более 2 см и сразу же отправляем в кипящий бульон. Оставляем немного повариться минут на 5, а в это время я расскажу вам, чем же так хорош сырный суп. Пусть это и достаточно молодое блюдо, однако его популярность сравнима с другими, более привычными рецептами в европейской кулинарной традиции. Сырный суп просто готовить, он достаточно легок и очень вкусен. Кроме того, существует несколько вариаций его рецептуры, каждой из которых можно компоновать различные продукты. Все сорта сыра, за исключением творожных. Любые овощи, зелень и специи, креветки, курицу, колбасу или сосиски, яйца, рис, сухарики, молоко, сливки, вино, сметану и масло. Таким образом, ничто не мешает полету фантазии. Придумывать свой собственный вариант приготовления вовсе не сложно. Возвращаемся к нашему супу. Добавляем сыр и периодически помешиваем, так он быстрее растворится. После того, как закипит, закидываем картошку. Когда картофель готов, осталось дело за малым. Добавляем приправу и солим по вкусу. Ну вот и все. Ароматный, насыщенный сырный суп готов. Приятного аппетита! Ставьте лайки и подписывайтесь.